Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. Недавно я побывал на выставке на ВДНХ, и у меня появились вот такие два замечательных новейших сорта сезона 23 года. Два сорта гортензий метельчатой. Это Pixio и Bonfire. Информации о данных сортах еще пока не очень много, поскольку они недавно появились в России. Это новинки с очень интересными характеристиками, свойствами. Допустим, вот Bonfire, видно картиночку. Это невысокая гортензия до 80 сантиметров в высоту, до 120 сантиметров в высоту, извините. Ну, считается, на самом деле, небольшая гортензия, невысокая, потому что есть гораздо более высокие сорта. И осенью она окрашивается, соцветия окрашиваются в красные бордовые тона. Очень перспективный, интересный сорт. Так скажем, активное наполнение рынка и появление в садах, в том числе и в Подмосковье, этого сорта гортензии только начинается. Поэтому, соответственно, видео цветущих растений не так много. Но вы их можете, в принципе, найти в интернете. Я думаю, найдете обязательно. И второй сорт — это гортензия метельчатая Pixio, или Pixie ее еще называют. Это более низкорослая гортензия до 80 сантиметров. Вот видно, картиночка также есть. У нее немного другой оттенок соцветий. Попали они ко мне от Андрея Малышева из питомника гортензий.рф. Питомник гортензий.рф, так называется их питомник. Можете также найти по нему информацию в интернете. Сегодня я вам в этом видео покажу обрезку, поскольку, на мой взгляд, растения, конечно, нуждаются обязательно в формирующей обрезке. Как видите, вот много есть таких веточек, которые растут в середину куста, в центр, которые требуется немножко сформировать. И, на мой взгляд, она, конечно, достаточно длинно обрезана. Я ее буду обрезать немножко покороче. Сейчас вам весь этот процесс покажу. Итак, давайте начнем с Bonfire. Вот смотрите, кустик сформирован нестандартный, я бы сказал. Есть у него масса побегов, вот растет из серединки, тут вот есть. Обрезать я буду очень аккуратно, я бы так сказал, экономично, чтобы не слишком много нанести ран растению. При этом мне хочется, конечно, взять некоторое количество черенков, чтобы посадить и размножить данный сорт гортензии у себя в саду. Ну вот сейчас я смотрю, вот основные побеги сейчас обрезаны на 1, 2, 3, 4. 4 пары почек. На мой взгляд, это, конечно, достаточно длинно, поэтому я оставлю по одной паре почек. Вот смотрите, сейчас я вам приближу немножко, чтобы вам получше было видно. Вот их видно, почки. Вот здесь я примерно посерединке междоузлия обрежу. Ну и череночек, конечно, я сохраню для размножения. Как укоренять черенки метельчатых гортензий, я уже снимал видео, но думаю, что покажу еще и другие способы. Также я поступлю и с этим побегом. Черенки я пока, вот видите, в стаканчик с водой складываю, чтобы они не подсохли. Но вообще размножается укоренением черенков гортензии метельчатая очень легко. Вот смотрите, вот такие вот пенечки я тоже считаю не нужны. Здесь я также укорочу до первой пары почек. Вот такие вот не очень толстые череночки, потому что видно, что гортензия росла в прошлом году летом в емкостях, не в открытом грунте. То есть эта гортензия выращена вот в этом горшочке.
Естественно, если бы она росла сначала в открытом грунте, потом была пересажена, она выглядела бы, я думаю, немножко помощнее. В обрезке нет ничего сложного. Обрезать метельчатые гортензии, я бы сказал, даже приятно. Сейчас, кстати, конец марта. И на тех гортензиях, которые у меня растут в открытом грунте, на моем участке, вокруг них уже стаял снег, и я их тоже скоро начну обрезать. Пока не началось активное сокодвижение, пока они, так скажем, находятся еще в спящем состоянии, естественно, после обрезки они не будут так обильно выдавать сок и плакать. Поэтому, если на вашем участке уже сошел снег, вот самой ранней весной можете приступать к обрезке метельчатых гортензий. Вот смотрите, тоненькая веточка, растущая в серединку, я ее также удаляю, но пока выбрасывать не буду, также я ее положу в стаканчик. Вот этот вот побег я укорочу также, хотя нет, я его укорочу по-другому. Я его оставлю подлинней. Также я ему оставлю 2 почки однолетних, потому что вот это уже древесина, я так понимаю, 2-летняя. Ну и центральный побег. Здесь вот видите, такие вот сухие веточки растут. Ну вот это вот уже можно прям сразу отрезать и выбрасывать. Вот этот побег я укорочу. Здесь почки очень маленькие, тоненькие, но я все-таки думаю, что я его пока оставлю. Пока. В дальнейшем, конечно, я буду формировать более компактный кустик, но это уже будет происходить в то время, когда растение у меня будет расти непосредственно в открытом грунте на своем постоянном месте. Ну вот смотрите, такая щадящая обрезка. Кто-то скажет, что я очень мало обрезал, можно было бы сформировать еще более компактно. Но, как я сказал, я не хочу наносить слишком много ран растению. Пусть оно освоится, акклиматизируется, так сказать, у меня. Я это растение пересажу обязательно в большую емкость. Сейчас оно растет в 2-литровом горшочке. Пересажу ее, думаю, в 5-литровый горшок. Ну и давайте теперь перейдем к пикси или к пиксио. Здесь вот такой пушистый кустик. Ну и, конечно, тоже с него я возьму небольшое количество череночков. Сделаю небольшую формирующую обрезку. Ну вот смотрите, вот в серединку, да, растет кустик, веточка, точнее ее, естественно, нужно убирать. И всю вот эту сухую мелкоту мы тоже убираем. Не вызревшие, вот видите, побеги веточки, они абсолютно не нужны. Вот это я полностью также срезаю. Вот такие веточки я удаляю. Здесь видно, что этот кустик подрезан на 2 пары почек. Здесь, конечно, с него череночков получится поменьше, но, тем не менее, я думаю, я все-таки с него что-то возьму. Ну вот, допустим, смотрите, вот этот черенок тоненький, согласен с вами, очень тоненький, но все-таки он живой. Вот видите, срез фисташковый, светло-зеленый. Я думаю, что такой череночек имеет шанс укорениться. И здесь я тоже смотрю, нахожу первую пару почек и над ней обрезаю. Вот этот побег, он напрашивается полностью, его совсем я бы его удалил, но пока этого не буду делать, посмотрю, как растение будет развиваться. Обрезать его всегда можно в следующем году, либо осенью в этом сезоне. Его можно будет сформировать еще более компактно. Но пока я оставлю, пусть растет, развивается. Вот видите, сухой, смотрящий внутрь, конечно, я удаляю. Здесь я немножко подкорочу, уже черенки не получается взять. А вот здесь, смотрите, сейчас вам покажу, обратите внимание, что пиксио уже раскрыл почку. Естественно, он стоял на выставке при температуре плюс 20 градусов, проснулся. У меня он сейчас будет находиться при температуре
примерно плюс 5 градусов, в теплице под укрытием. Нахожусь я в Московской области. Ну, у нас уже сильных морозов не обещается. Он будет находиться у меня в поликарбонатной теплице под двойным слоем 60-го агроспана. Я думаю, что ничего абсолютно данному растению не страшно, так как метельчатая гортензия, как вы знаете, переносит достаточно сильные морозы, до минус 30 градусов. Поэтому при хорошем правильном укрытии в теплице ничего ему уже не страшно. Сейчас конец марта, впереди у нас достаточно теплая погода, сильных морозов уже не будет. Ну и здесь я вот также укорочу немножко все-таки вот таким образом. Кустик будет более компактный. Вот такая получается обрезка. Вот еще один забыл. Вот этот я удаляю полностью. Ну вот смотрите, приобрел кустик такой компактный, уже красивый, подстриженный вид. Давайте их вместе. Вот так я вам покажу. Ну вот смотрите, сейчас уже гораздо приятнее на растение смотреть. И растениям будет полегче, так как все-таки замкнутый объем грунта, почек много, потребуется много питания. Сам процесс пересадки в большую емкость я уже показывать не буду, чтобы не удлинять ролик. Но это все просто делается. Просто подбирается горшок немного больше по размеру, заполняется хорошим грунтом на торфяной основе. Можно внести небольшое количество двойного суперфосфата, буквально пол чайной ложечки на емкость, для того, чтобы обеспечить хорошее нарастание корней в данном сезоне. Ну и пиксио тоже, смотрите, тоже такой красивенький получился. Также я его пересажу, и все будет хорошо. Будут они расти примерно до конца мая, начала июня. И уже в этот период, после того, как минует угроза возвратных заморозков, я их высажу в открытый грунт, в подготовленное место. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео было вам интересно и полезно, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Хорошего вам цветения!